Международный аэропорт Харбор-Сити гудел от непрерывного потока людей, свойственного оживленному мегаполису. Звуки катящихся чемоданов, приглушенные разговоры, объявления на английском и множестве других языков — все это сливалось в характерный аэропортовский симфонический оркестр. Офицер Ава Брукс, стройная женщина с решительным взглядом, проходила через терминал Би рядом с ней, на коротком поводке. Шел Болт, ее верный напарник, выдрессированный полицейский пес породы немецкая овчарка. Его мощное тело, блестящая шерсть и сосредоточенный взгляд говорили о профессионализме, заложенном в нем годами кропотливой работы. Это было обычное патрулирование, рутинная проверка безопасности, которая, как часто бывает, в мгновение ока превратилась в нечто экстраординарное. Болт, идший спокойно рядом с Авой, внезапно остановился перед одним из банкоматов, расположенных в оживленном углу терминала. Его уши, обычно свободно свисающие, вздрогнули и насторожились, прижавшись к голове. Затем прозвучал приглушенный рык, почти шепот, который опытный глаз Авы сразу же распознал как сигнал тревоги. Вслед за рыком последовал резкий, пронзительный лай, вызвавший мгновенное внимание окружающих. Ава Брукс реактивно натянула поводок, пригнувшись к собаке, и оценила обстановку. Ее рука инстинктивно потянулась к кобуре, хотя ситуация пока не требовала применения оружия. К ним подошел охранник, молодой человек в форме аэропорта, с заметным беспокойством в глазах. Он спросил, что происходит, его голос звучал несколько неуверенно. Ава спокойно и четко объяснила ситуацию. Болт обнаружил нечто необычное, и ей нужна помощь. Охранник, заметно колебаясь, не вполне понимая, чего ожидать от поведения полицейской собаки, все же согласился позвать техническую службу. Болт продолжал настойчиво лаять, не отрывая взгляда от основания банкомата. При этом его тело находилось в состоянии готовности к действиям. Вскоре появился рабочий в комбинезоне, несший набор инструментов. Его прибытие привлекло внимание множества людей. Вокруг банкомата стала собираться небольшая, но все более нарастающая толпа любопытных зрителей. Рабочий аккуратно открыл панель банкомата с несколькими громкими щелчками. Как только панель отошла, из недр аппарата вырвался резкий, удушливый запах застоявшегося воздуха, перемешанного с запахом влажности и чего-то еще, непонятного, но вызывающего неприятное чувство. Болт снова рявкнул, на этот раз еще более уверенно, и ткнул носом в темное пространство за банкоматом. Ава, пригнувшись к собаке, заглянула в узкую щель. То, что она увидела, заставило ее сердце сжаться. В темноте, свернувшись калачиком, лежал маленький ребенок, не старше 5 лет. Девочка была вся в слезах, ее одежда была грязной и порванной. Воздух просто замер от коллективного вдоха всех присутствующих. Пронзительный вздох пронесся через толпу. Ава опустилась на колени, стараясь сделать свой голос как можно более спокойным и ласковым. «Все в порядке, малышка, теперь ты в безопасности», — прошептала она, расширяя щель в банкомате. Рычание Болта постепенно стихло, его тело расслабилось, он спокойно приблизился к девочке. Нежно обнюхав ее руку, пес показал свою дружелюбность. Девочка медленно, с дрожащими руками, потянулась и коснулась его мягкой шерсти. В первый раз за очень долгое время она чувствовала себя не одинокой. Через несколько минут прибыли парамедики. Девочку аккуратно извлекли из застрявшего пространства и уложили на носилки. Она была слаба, испугана и сильно обезвожена, но, к счастью, жива. Ава осталась на месте инцидента. Болт, ее верный напарник, еще не закончил работу. Он подошел к следующему банкомату и снова принюхался. Его тело напряглось, и он издал еще один глубокий рык. Второй банкомат был открыт, но на этот раз он оказался пустым. Тем не менее, в поведении Болта Ава заметила что-то такое, что заставило ее понять: история еще не закончена. Чутье собаки говорило ей о том, что где-то еще может быть что-то необычное, требующее дальнейшего расследования. Этот случай стал наглядным примером исключительной способности дрессированных собак и их огромного вклада в обеспечение безопасности и поиске потерявшихся людей.